Привет всем! Это Вена, Австрия, 1 ноября 2019 года. Смотрите, какие странные люди. Они с саблями идут босиком по улице Мария Хилферштрассе, плюс 8, не жарко. Это сикхи. У них праздник, посвященный 550-летию со дня рождения основателя их религии, гуру Нанака. Я вам сегодня расскажу про сикхов, и поверьте, это будет очень интересный рассказ. Я думаю, что ваше мнение об этих людях в тюрбанах, которые так странно выглядят с бородами и совсем необычно для Вены, то вы узнаете про них много интересного и измените отношение к людям, которые так выглядят. Итак, начинаем. Почему они в Вене? Живут сикхи на территории Афганистана, Пакистана и Индии. В Индии в основном в штате Пенджаб. А мусульмане в Пакистане, в Афганистане их притесняли. Были гонения. Соответственно, они оттуда были беженцы из Афганистана, Пакистана. В Индии тоже к ним отношение было различное, за что в свое время Индира Ганди поплатилась жизнью. Соответственно, были беженцы, часть из которых осела в Вене. Вот в Австрии от 8 до 10 тысяч сикхов. Что это за религия, сикхизм? Для них есть Бог, Творец. Они верят в переселение душ. Они признают наличие души и у людей, и у животных. Женщины и мужчины равноправны. И что главное, нет никаких проблем с другими религиями. То есть нет понятия еретик, нет понятия неверный. Если ты не являешься приверженцем веры сикхов, это твои проблемы. Значит, ты просто еще не дошел, но ты равноправен так же, как они. То есть претензий к тебе нет. Видите, все мужчины и женщины все в головных уборах. Это обязательно. И есть запрет на стрижку волос мужчинам. То есть борода, волосы, стричь их нельзя. Они укрываются под головной убор. Борода у взрослых мужчин таким причудливым образом завязывается. Но это вызвало в Австрии для сикхов некоторую проблему. Дело в том, что в Австрии с недавнего времени действует запрет на головные такие вот платки, уборы в школах религиозные. В основном это было против мусульманских девочек, чтобы их там не закутывали с детства. Но это отразилось и на сикхах-мальчиках, которые тоже должны с детства носить вот такие тюрбаны, под которыми прятать волосы. Этого требует религия. И сейчас есть вот некоторые трения в связи с этим. Интересно, что в австрийской армии есть специальное правило исключения для сикхов, которые служат в австрийской армии. Им разрешено носить бороду. Иначе ношение бороды в армии запрещено. Но вот такое исключение. Министр обороны Канады, сикх. Вообще сикхи, они хорошие офицеры. В Индии до 20% офицерского состава это сикхи. А сикхи были охраной Индиры Ганди. И когда Индира Ганди решила разобраться со святыней сикхов, с золотым храмом и с их некоторым требованием автономии и сепаратизма, она поплатилась за это жизнью. Вообще наивная женщина была, имея в охране исключительно сикхов, начать их преследовать. Так бывает. В Австрии от 8 до 10 тысяч. Значит, чем эти люди занимаются, как живут и что это за религия? Сикх в переводе это ученик. Все мужчины имеют обязательную фамилию Сингх, лев. Все женщины обязательную фамилию Каур, принцесса. Почему это так было введено в свое время, это в 17 веке? Они не признают каст. То есть в Индии кастовое общество, неравноправие, есть касты высшие, есть касты низшие. А сикхи считают всех людей равными. И чтобы подчеркнуть вот это равноправие, они всех приверженцев своей веры обязали носить одну фамилию. То есть мы все равны. Мы все одинаково называемся. К этой фамилии может быть приставка, добавка какая-то, которая индивидуальная уже фамилия человека, зависит от места, где он родился, как-то так. То есть вот равноправие. Главный храм сикхов находится в городе Амритсаре, это Пенджаб.
золотой храм. В Вене есть 3 храма, где где встречаются приверженцы этой религии. Большинство сикхов вегетарианцы. В связи с тем, что душа переселяется, то есть сказать, от животных постепенно к человеку. Человек — это высшая форма. Соответственно, убивая животное, ты чью-то душу губишь. Но религия не запрещает есть халяльное мясо. Поэтому некоторые сикхи мясо употребляют в пищу, соответствующим образом приготовленное. Алкоголь и наркотики категорически запрещены. То есть это люди, которые не имеют подобных вредных привычек. И дальше очень интересно. Религия отвергает аскетизм. То есть такое, что богатый – это плохо, нет, наоборот. Она призывает: обогащайтесь. То есть будьте успешными. Чем успешнее вы будете, тем лучше. То есть богатство в этой религии является признаком, что ты хороший верующий. Но одновременно есть обязательство помогать. Помогать бедным. Смотрите, человек несет мешок для сбора мусора. То есть там все на демонстрации было организовано чистенько, все аккуратно, своя охрана. Итак, есть обязательство помогать бедным, помогать неуспешным, помогать тем, кому плохо. Этим общество сикхов, с одной стороны, приветствует развитие, то есть занимайся бизнесом, развивайся, зарабатывай много. С другой стороны, старается избежать обнищания какой-то категории своих сограждан, тех, кому меньше повезло по жизни. Один из принципов сикхской религии: сикх должен быть примером для других во всем. В Индии сикхи занимаются сельским хозяйством в том числе, и сикхская ферма по продуктивности в 3-4 раза превышает среднюю продуктивность фермы в Индии. Интересная религия такая, которая не имеет никаких проблем с другими религиями, все признаются равными, не дискриминирует женщин, которая стимулирует развитие, которая стимулирует занятие бизнесом, активную работу творческую, и которая имеет социальную направленность, то есть бедным, неуспешным общество, сообщность помогает, чтобы они не опускались. Очень интересно. Такие протестанты Востока. Соответственно, они достигают определенных высот. То есть это такие идеальные мигранты, которые работают, которые не создают проблем для безопасности, которые при этом вносят некоторый колорит в общество. Сикхи в разных странах достигают, в общем-то, таких больших успехов. В Канаде министр обороны сикх. Они создают некоторый свой бизнес, они не смешиваются, смешанных браков практически нет, они женятся внутри своей общности. Смотрите, сейчас я вам расскажу про этот плакат. Сейчас остановлю и покажу, что там написано. Мы сикхи, мы не индусы, не мусульманы, не Талибан, мы сикхи. То есть это результат некоторой предубежденности к людям, которые так с бородами и в их тюрбанах, чтобы их не пугались по их внешнему виду. Потому что сущность, содержание их религии не мешает окружающим. Как-то так. Поэтому не надо сразу бояться или с предубеждением относиться к человеку, который выглядит по-другому. Такой интересный праздник был в Вене. На этом все. Кликните котика, подпишитесь на канал, включите уведомления, поставьте лайк и успехов вам!